Михаил Васильевич вовсе не собирался ничего покупать в тот день. Он пришел на ярмарку по привычке, посмотреть, поговорить, вспомнить былое. Уже собираясь уходить, он услышал насмешливый голос. «Да кому он нужен? Заберите хоть за копейки». Старик обернулся и увидел у края площади жеребенка, настолько худого, что казалось, его сдует ветром. Ноги дрожали, шерсть свалялась, но в глазах еще теплилась жизнь. Михаил Васильевич подошел ближе и тихо спросил: «Сколько?» Продавец усмехнулся. «Да сколько дашь, за столько и забирай. Все равно не жилец». Старик достал последние деньги, отложенные на муку и лекарства, и молча протянул их. Через несколько минут он уже нес жеребенка домой на руках. Дома он устроил ему место прямо в сенях, постелил сено, укрыл старым тулупом и начал выхаживать. Поил теплым молоком с медом, заваривал травы, ночами просыпался и проверял, дышит ли. «Держись, держись», — шептал он. Прошла неделя, жеребенок поднялся на ноги. Через месяц сделал первые шаги по двору, а потом тихо фыркнул, встречая хозяина. Тогда Михаил Васильевич сказал: «Будешь штормом». Зима в тот год выдалась суровой. Однажды ночью в дверь постучали. У соседей задыхался ребенок, а дорогу так замело, что никто не мог проехать. Старик взглянул на метель за окном, но не стал раздумывать. Вскоре он уже выводил шторма во двор. Конь нервничал, но не отступал. «Придется, сынок», — тихо сказал Михаил Васильевич и направил его в снежную бурю. Сначала они шли по дороге, но вскоре она исчезла. Вокруг осталась лишь белая пустота. Ветер сбивал с ног, мороз пробирал до костей. Старик понял, что сбился с пути. Силы уходили, руки немели. Вдруг шторм остановился, фыркнул и потянул в сторону. Михаил Васильевич попытался вернуть его, но конь стоял на своем. Тогда старик закрыл глаза и отпустил поводья. «Веди». Шторм двинулся вперед, медленно, но уверенно. Он обходил невидимые опасности, сворачивал там, где впереди была гибель. И вскоре впереди показался огонек. Они добрались. Ребенка удалось спасти, но путь назад оказался еще тяжелее. У старика почти не осталось сил. Он держался из последних, а потом обмяк. Поводья выпали из рук. Шторм сразу это почувствовал. Он остановился, обернулся, тихо фыркнул, но хозяин не отвечал. Тогда конь сделал невозможное. Подставил бок, не дав старику упасть, и пошел дальше сам, осторожно, шаг за шагом, неся на себе его жизнь. Когда они добрались до дома, старик соскользнул в сугроб. Шторм не ушел, остался рядом и заржал так отчаянно, что его услышали соседи. Люди выбежали, вытащили Михаила Васильевича, но он был холодный и неподвижный. Кто-то уже сказал, что все кончено, но один из мужчин поднес нож к его губам и заметил слабый пар. «Дышит!» — крикнул он. Началась новая борьба за жизнь. Старика растирали, укутывали, отпаивали. Прошел час, и вдруг он застонал. Жизнь вернулась. Когда он пришел в себя, первым делом спросил: «Где шторм?» Ему ответили: «Там, у крыльца». Не ушел. Конь стоял и ждал. Через несколько дней Михаил Васильевич, еще слабый, вышел к нему. Шторм тихо фыркнул и уткнулся ему в плечо. Старик обнял его за шею и прошептал: «Спасибо, сынок, иногда спасают не самые сильные, а те, кого когда-то спасли. И именно они однажды приводят тебя домой».